Привет всем! Сегодня поговорим в этом видео о сворме или же Docker сворме. Если вы уже давно интересуетесь DevOps, то вы, скорее всего, слышали про обычный сворм, который ставился отдельно и не был частью Docker. Это был отдельный внешний проект до 2016 года, представлявший собой менеджер, который соединяет несколько Docker-демонов в кластер. То есть это был отдельный бинарник Swarm, который управлял демонами Docker через API. Также для этого требовалось внешнее хранилище, какое-то консул, etcd, zookeeper и так далее для хранения конфигураций. Сейчас обычный Swarm уже не используется, и официально он переехал в сам продукт Docker. То есть Standalone Swarm уже deprecated, и если вы будете интересоваться Swarm только сейчас, то вы уже будете интересоваться Docker Swarm. Конечно же, помимо того, что я перечислил, не было никакой встроенной безопасности, никто на этом внимания не обращал, не было никакой сетевой изоляции, что, конечно же, было не совсем безопасно. Начиная с 2016 это все уже переехало в Docker Swarm, то есть Docker официально принял Swarm и уже выпускает его под своим началом. То есть Swarm теперь встроили прямо в Docker Engine, что, в принципе, упростило использование и конфигурацию Swarm для конечного пользователя. То есть, если вы сейчас только начинаете интересоваться Swarm, вам это дастся гораздо легче, чем людям, которые пытались это сделать до 2016 года. И что, собственно, какие отличия? Встроен прямо в Docker Engine, встроена Raft база данных, никакие внешние хранилища, как тут раньше, не нужно. Полноценная оркестрация, у нас есть сервисы, у нас есть таски, у нас есть скейлинг и так далее. Автоматические TLS-сертификаты выдаются между нодами, используются, то есть уже, да, трафик хоть как-то оно шифруется. Есть оверлей сети, есть load balancing, есть секреты, но, в принципе, что-то было уже в докере и до сворма. И для инициализации используется команда Docker Swarm Init, которую мы рассмотрим в другом видео. То есть запомните, да, начиная с Docker версии 1.12, все работает из коробки. Всего лишь одну команду нужно выполнить, и у вас появится Swarm кластер. Ну и получается, ничего ставить не нужно, все выполняется всего лишь одной командой, встроена route база, есть сервисы, таски, скейлинг, есть ТВС между нодами, есть load balancing, есть secret API. До этого вообще секретов не было в Swarm. Отказоустойчивость появилась, то есть автоматический рестарт задач здесь перевод, да, но это таски. И как я уже говорил, здесь используется консенсус, то есть встроена согласованность. Вместо внешнего, там, не знаю, консола и etcd, если там вы еще как-то могли сами вручную настроить зеркалирование, то здесь Docker Swarm использует встроенный протокол Raft, то есть менеджер ноды голосует за состояние кластера, то есть используется quorum, да, и также хранят всю конфигурацию кластера у себя на каждой ноде. И как мы знаем, кластер это, ну, в наше время уже либо одна нода, либо больше, да. Но обычно это всегда, конечно же, несколько. Одна нода, если у вас есть, то нет никакой отказоустойчивости, соответственно, можете использовать это только для разработки и теста. Ну и лучше для прода, конечно, начинать минимум с 3 нод. Ну и чем больше, конечно же, тем лучше. Также при инициализации, когда мы выполним Docker Swarm Init, Swarm автоматически создаст CA, Certificate Authority, и TLS-сертификаты для каждой ноды, которая будет находиться в кластере. Вся коммуникация между нодами, соответственно, шифруется. Ротация ключей тоже встроена. Теперь зачем вам вообще нужен Swarm? Мультихостовость. То есть у вас может быть 3 хоста, ну и больше, конечно, и вы можете просто все их объединить в один кластер. И дальше при появлении какого-то сервиса вы можете не париться и не выбирать, на каком хосте это сервис разместить. То есть вы скажете Swarm, вот у меня есть сервис, создай его в этом кластере. Он сам это сделает и, допустим, положит либо на этот сервак, либо же, если у вас вообще две реплики, сделает вот так вот.
Он сам будет заниматься выбором хоста, где разместить ваш сервис, где разместить ваши контейнеры, то есть таски. Но об этом чуть позже поговорим. Вам не нужно думать, мониторить, какие хосты живые, там, не знаю, какая нагрузка, Swarm это сделать сам. В общем. Второе — это масштабирование. А, Опять же, у вас может быть 3 хоста, и, допустим, есть у вас какой-то сервис, и вот таски, контейнер развернут один, да, сейчас. И у вас какая-то нагрузка, и вы понимаете, что этот один контейнер таск не справляется сейчас со своей работой. Вы одной командой можете увеличить количество этих контейнеров тасков. И уже, соответственно, трафик будет идти параллельно, то есть запрос будет один идти сюда, другой туда, другой сюда. То есть Swarm опять-таки сделает это автоматически, вам не нужно об этом заботиться, и, соответственно, пользователь будет рад. Следующее преимущество — это Rolling Updates. Обновление сервиса без даунтайма. Swarm заменяет по одной таске, то есть по одному контейнеру, проверяя готовность перед следующим шагом. Это мы, конечно же, еще рассмотрим в курсе. Сейчас не буду особо погружаться в это. Отказоустойчивость. Как я уже говорил, мультинодовость, то есть даже если у нас 3 ноды в кластере, и, допустим, эта нода сдохла, а у нас здесь были какие-то контейнеры, да, таски какие-то, они также пересоздадутся здесь. Важно, кстати, понимать, что они не переедут, то есть они пересоздадутся. Когда хост потом появится, эти таски назад не переедут, но мы это еще все рассмотрим. Overlay сети. Контейнеры на разных хостах общаются как одной в сети. Встроенный Ingress Load Balancer, запрос на любую ноду попадает к нужному контейнеру. То есть что это значит? Опять я рисую 3 хоста. Давайте здесь какой-то task контейнер, здесь какой-то task контейнер. И им ничего не мешает просто между собой вот так общаться. Хотя они на разных хостах. И при этом вам не нужно дополнительно ничего особо настраивать. То есть это делается все очень просто. И также мы видим, да, что на этом хосте нет этого контейнера, допустим. И пользователь делает запрос на этот хост и также может попасть спокойно в этот контейнер. И вам тоже особо ничего здесь настраивать не нужно для этого. И следующее преимущество — это секреты и конфиги. Встроенное хранилище секретов, то есть пароли, ключи можно хранить здесь. Это мы тоже рассмотрим, конечно. Секрет шифруется в Raft хранилище, то есть базе, и передаются только нужным сервисам. То есть у вас может быть секрет, не знаю, здесь просто PVD, да, от чего-то. И у вас может быть там несколько контейнеров, несколько тасков, да. Так, лучше их отдельно нарисовать другим цветом. Так, вот это другой контейнер. И этот контейнер может получать к этому секрету пароль, а этот получать не будет, если вы это не настроите, конечно же. Так, и давайте, собственно, продемонстрирую теперь работу Swarm. И вот, допустим, у нас есть один менеджер, то есть это нода, да, хост, один воркер, второй воркер и третий воркер. И, допустим, есть у нас какой-то сервис, где используется на данный момент 3 веб-контейнера, таска, да, 2 API таска. И, допустим, я сейчас хочу увеличить количество контейнеров веб. Я делаю сервис scale, worker третий, на котором не было вообще никаких контейнеров, теперь используется. Ну, то есть он до этого был тоже в кластере, но он просто не размещал на себе никаких контейнеров, никаких тасков. И вот я сделал scale, Swarm увидел, что у нас есть нода, которая, собственно, ничем не занимается. Соответственно, что он и разместил 2 оставшихся контейнера для веб на этой ноде. И теперь допустим, что у нас упал worker 2. Но мы помним, да, что веб сейчас должно быть 5. Соответственно, веб 3 и API 2, которые размещались на этой ноде, создались на другой ноде. То есть даже с учетом того, что у нас упала нода, хост упал, и все контейнеры, таски, которые размещались на этом хосте, тоже умерли. Соответственно, Swarm это понял, и он понял, что сейчас у нас API должно быть 2, а вебов 5. И, соответственно, он понял, что нужно создать еще один веб и еще один API. Он это, собственно, и сделал. И как я уже говорил, чтобы попасть в веб, допустим, нет, давайте в API, я могу просто обратиться к этому хосту, и трафик будет перекинут либо в этот task контейнер, либо же в этот task контейнер.